Здравствуйте, друзья! В этом видео я подготовил для вас детальный обзор автодома Volkswagen Grand California фирмы Knaus. Такой дом я арендовал для нескольких поездок и ничуть не пожалел. Кстати, о том, как с любой точки мира можно арендовать автодом просто и избежав популярных ошибок, видео уже есть на моем канале. Вы также можете его легко найти в описании под этим видео. Начнем осмотр с передних дверей. Здесь у нас куча карманчиков. Есть место, где у нас должен лежать домкрат. Вместительный бардачок. Сидушка, которая поворотная. У нее есть два подлокотника. Поднимается вверх-вниз, регулируется спинка. Ездит вперед-назад и может разворачиваться. Переходим в салон. И здесь нас встречает холодильник. Зарядка. USB. И такая вот небольшая полочка. Но ее нужно закрывать, потому что если вы будете с ней закрывать дверь, вы ее сломаете. Дальше у нас есть холодильник. Он небольшой, но в принципе вместительный. Здесь все помещается. Даже есть морозилочка. Здесь включается свет снаружи и свет, который внутри. Дальше мы проходим в салон и видим столик. Этот столик поднимается, и также он двигается вперед-назад. Здесь есть сидушка, где могут сидеть еще два пассажира. Это очень удобно. Два сиденья передних поворотных. Вы их можете развернуть, и таким образом у вас получается больше места в салоне. Если вы путешествуете вчетвером, здесь спокойно можно уместиться и хорошо проводить время. Также возле сидушки есть у нас беспроводная зарядка. Вы туда ложите телефон, и она работает. Вверху мы поднимаемся вверх и смотрим, что нас встречает. У нас здесь множество полочек, а также есть подсветочки. Они сенсорные. Один раз нажал, если поддержать, она будет менять яркость. И одним нажатием она просто выключается. Таких очень много по салону. Это очень удобно, очень классно. Это обычная такая светозакрывающая шторка и люк. Люк открывается вот так. Опускаем вниз, крутим ручку, и наш люк поднимается. Вот поднимаем и закрываем. Также здесь есть москитная сеточка, которую мы закрываем, и к нам никто не летит. Еще один люк у нас есть в нашем душе. Вот он открывается. Если вы принимаете душ, вы просто нажимаете, открываете его руками, и все, душ у нас будет проветриваться. Если же вы закроете, здесь сделано так, что отсюда воздух будет выходить автоматически. Здесь есть вот такие отверстия, и он просто как вентилируемый. Панель управления. У нас здесь есть адаптивный круиз-контроль. Это у нас 8-ступенчатый автомат и 2-литровый дизель. Множество зарядок USB, Type-C, разных прикурок. Также у нас здесь есть второй этаж. Здесь могут поместиться, в принципе, два взрослых человека. Раскладывается очень легко. Убираем лестничку, которая нам понадобится немножко позже. Достаем все лишнее отсюда. Это я покажу, куда оно крепится потом немного позже. И вот здесь есть кнопочка. На кнопочку нажимаем и просто тянем. И вот таким образом выдвигается кровать. Ой, выдвигается кровать. Здесь вот второй уровень, второй ярус или там второй этаж, кто как называет. Сделан вот так вот. Здесь у нас ламели, которые гнутся. И на них поролончик. И спать, в принципе, очень удобно. Откидываем. И у нас получается большое спальное место. Чтобы было туда удобно залазить, есть вот такая лестничка. Вот цепляется. Раскладывается. Все. И мы полезли. Вот. И здесь спокойно можно спать. Но нужно учитывать еще тот факт, что этот автодом очень компактный. И если мы раскладываем второй этаж, ставим лестницу, у нас здесь места практически нет. Складывается все очень легко. Лестничка просто напополам. Здесь точно так же мы откидываем сначала вот этот дополнительный уголок, нажимаем на кнопочку, поднимаем вверх и заталкиваем. И она сама защелкивается. После того, как мы сложим кровать, у нас здесь есть подставочка. Когда мы раскладываем кровать, она автоматически открывается. Но когда мы складываем кровать, она не складывается обратно. Поэтому ее рукой нужно так вернуть обратно.
Дальше у нас идет в комплекте сетка. Если у вас на втором этаже спят дети, она вот здесь цепляется, вот есть крючочки, специальное место, где их цеплять, и она вот здесь цепляется для того, чтобы дети не упали со второго этажа. Дополнительных шкафов для вещей здесь, к сожалению, нету. Все полочки небольшие, и если вы путешествуете зимой, вот как мы сейчас, и у вас есть большие вещи, такие как курточки, пуховики, зимние штаны, и вы путешествуете вдвоем, верхний этаж можно спокойно использовать в качестве полки, как мы и делаем. Просто сложим туда сумки, курточки и все теплые вещи. Дальше мы переходим к нашему пульту управления. Здесь показаны вода, батарея, обогреватель и, в общем, освещение. Все, чем мы будем управлять в автодоме. То есть, когда мы стоим на паркинге и мы подключены к сети, у нас здесь автоматически загорается вот этот вот домик, то есть кемпер. Показывает, сколько у нас батарея. Автоматически она начинает заряжаться, если мы подключаемся к сети. Если нам холодно и мы хотим включить отопление, либо хотим включить бойлер, вот здесь вот мы выбираем газ. Газ выбираем. И здесь можно сделать миксом. То есть можно выбрать газ, можно сделать газ с электричеством или можно выбрать одно электричество. Мы обычно стоим на таких парковках, где электричества нету, и наша батарея заряжается от движения автомобиля. Поэтому мы просто выбираем газ и выбираем температуру. Температуру, которую мы будем выдерживать в салоне. И нажимаем «Включить». И вот отсюда начинает дуть горячий воздух. Здесь таких 3, и еще одна есть сзади. И отсюда дует горячий воздух. И, в принципе, нагревается буквально за 10 минут. Кухня у нас простая, но довольно функциональная и удобная. Здесь у нас есть 2 газовых комфорки, которые очень легко включаются. Поворачиваем газ и включаем пьезоэлемент. И все. И наш газ уже горит. Точно так же и с водой. Поднимаем кран, и у нас течет и горячая вода, и холодная вода. Это все очень компактно закрывается, смотрится красиво. Также это можно использовать при приготовлении как рабочую поверхность. Также здесь еще есть дополнительный столик. Он небольшой, но функциональный. Также еще вот здесь есть дополнительный столик. Он вот так вот выезжает, и его можно ложить на кровать и использовать в качестве дополнительного столика. Если вы готовите на кухне в автодоме зимой, вот как мы, здесь вот очень удобное окошко, оно открывается на проветривание. Открываете, и оно держится. И все. И у вас, когда вы готовите, у вас кухонька, и весь ваш запах уходит на улицу. Функциональные ящички, они идут с автодоводчиком, и вот такая вот кнопочка, которая фиксирует, чтобы они не открывались. Здесь у нас ничего не открывается, так как это у нас идет корпус холодильника. Здесь у нас управление газом. Здесь 2 краника, которые перекрывают наш газ. Здесь мы тоже открываем, и здесь у нас обычные полочки, которые можно использовать под свои нужды, там хранить всякие кухонные принадлежности, либо продукты. Розетки на 220 вольт и выключатель света, который включает вот этот свет. Можно выключить, можно включить. Если мы будем держать, он будет гореть либо ярче, либо тусклее. Также в автодоме есть множество сенсорных подсветок, которые расположены практически по всему периметру. Дальше мы переходим к нашему спальному месту. Возле кровати есть закрывать и открывать нашу машину, чтобы это было удобно. И также вот здесь есть 2 USB зарядки, 2 USB зарядки. В этом уголочке у нас просто полочки. И по кругу вот это все полочки. Они небольшие, но в целом функциональные. Очень удобно. Можно спокойно туда положить все нужные вещи. Защелки закрываются легко. Дальше мы переходим к туалету. К туалету и душевой кабины. Она небольшая, компактная. Здесь есть ручка, которой мы открываем унитаз. Ну, это открывается заслонка, которая открывает дырку в биотуалет. И закрываем. Если мы будем менять кассету, у нас вот эта ручка должна быть закрыта. Здесь есть у нас обдув, откуда идет горячий воздух, и 2 слива. Также есть вот такая вот небольшая полочка, где хранятся всякие вещи.
И вот такая вот функциональная раковина. Очень удобная. Открывается горячая и холодная вода. И также можно вытянуть и использовать наш кран в качестве душа. Все очень просто и легко. Здесь мы открываем. Застежечка. Мы ее открываем. И здесь у нас тоже идут дополнительные полочки. При движении желательно это закрывать. Здесь точно так же есть свет, который включается вот при входе в душевую кабину. Очень интересный, простой. Если подержать, он будет гореть ярче. И одним нажатием он просто выключается. Переходим к нашему багажному отделению. Здесь нас встречает очень большой багажный отсек. Что в нем находится? Сзади здесь дверка. Она не открывается. Она просто поднимается. Это доска. И она снимается. Могли бы сделать как дверки, но я не знаю, почему сделали так. Наверное, производителю так удобней. Здесь у нас стоит 2 газовых баллона. Также здесь есть управление этими газовыми баллонами. То есть краники, там все, если там утечка, реагирует, все закрывается, открывается. В общем, газовое оборудование. Закрывается точно так же. Придавили, на кнопочку нажали, зафиксировалось. Дальше у нас еще есть вот такой вот душ, который одевается вот сюда. Здесь открывается. Вставляем этот шланг, включаем и регулируем воду. Горячая либо холодная. То есть этим краником мы регулируем температуру нашей воды, а этим выключателем мы включаем либо выключаем наш душ. Также здесь есть у нас розетка на 220 вольт, фонарик, подсветочка и розетка на прикурку 20 ампер. Внизу у нас есть выход нашего отопления, большой багажник, шкафчики, где мы видим в конце у нас там проходят трубы, наши коммуникации, шланга для наполнения водой, провод для зарядки, дополнительные цепи. Ну и там точно такой же, просто пустой ящичек. Спальное место сделано очень интересно на самом деле, потому что здесь не просто доска, на которой лежит поролон, а здесь сделано такими вот, как пружинки. Они мягкие и спать довольно удобно. Спишь как дома. Хотя здесь не очень высокий поролон, он мягкий, но за счет вот этих вот пружин, вот такого плана, очень удобно и комфортно спать. Ну, а дальше мы пойдем посмотрим, как мы будем чистить наш биотуалет. То есть с этой стороны, с водительской стороны находится вот такая дверца, она открывается легко. Так вот, как я сделал, так делать не нужно, потому что она отламывается. В туалете нужно закрыть заслонку, и тогда у нас биотуалет можно высовывать. У нас там заслонка открыта, поэтому сейчас я его вытянуть не смогу. Он достается, сливается куда-нибудь в туалет, полоскаем, набираем воду, промываем его, обратно выливаем и ставим назад. И здесь у нас идет подключение к сети. У нас там есть кабель. Он, правда, не сильно длинный, где-то в районе 10 метров, но в принципе нам его хватало. Отопление в автодоме включать и будет работать только когда вот это окно с водительской стороны будет закрыто. Потому что внизу под окном у нас идет выхлоп нашего обогревателя. И чтобы вы не задохнулись, так как выхлоп поднимается горячий воздух вверх, а у вас будет открыто окно и вы будете дышать этим воздухом, отопление автоматически выключится. Здесь есть место для залива воды. Оно здесь на ключе, чтобы туда никто не открыл вам на парковке и ничего не набросал. Здесь вот есть такая вот табличечка, где показано, что можно сюда заливать, что нельзя заливать. Кстати, вот для маркизы ключ вот здесь он подключается. Вот здесь вверху он одевается, а хранится он вот у нас вверху. Если вы хотели бы узнать, какие интересные места можно посетить на таком автодоме в зимней Швейцарии, смотрите мой следующий выпуск о моем путешествии. Пишите ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь и до новых встреч. Путешествуйте просто!